10 лучших эсминцев мира. В настоящее время многие военно-морские силы используют огромные боевые корабли, называемые эсминцами, для поражения ракетных катеров и других кораблей противника. Эсминцы также используются в качестве эскорта для защиты авианосцев от потенциальных угроз. Современные эсминцы оснащены передовыми датчиками и радарами для обнаружения врагов на большом расстоянии. Стоит отметить, что эсминцы очень дорогие, не все флоты мира могут себе их позволить. Они есть только у сильных армий. Некоторые эсминцы настолько мощны, что могут нести с собой до 90 ракет. На 10-м месте эсминец класса Horizon. Horizon – класс эсминцев ПВО, стоящих на вооружении ВМС Франции и Италии. Итальянцы и по классификации НАТО обозначают их как эсминцы, а французы называют их фрегатами. Эсминец является результатом совместного предприятия производителей из Франции и Италии. Контракт на производство этих эсминцев был подписан между Францией и Италией в сентябре 2000 года. Ранее партнером в этом проекте была Великобритания, но позже она отказалась от участия в разработке собственного национального проекта. Главной особенностью этих эсминцев является то, что они могут развертывать основную противовоздушную ракетную систему ПАМС. Италия заменила свои устаревшие эсминцы класса Одесс на класс Horizon. Точно так же Франция заменила свой парк эскортных авианосцев класса Сафран. На 9-м месте эсминец Люйху тип 052С. Эсминец Люйху надводных сил ВМС НОАК является усовершенствованной версией эсминца типа 052В. У этого класса эсминцев очень интересная история. Первые два корабля этого класса были заложены на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае в 2002 году. Эти два корабля поступили на вооружение ВМФ в 2004 году и в 2005 году. Затем до 2010 года не было заложено ни одного нового корабля из-за переноса верфи. Главная особенность, по которой этот эсминец попал в наш список, его малозаметность. Трудно обнаружить этот корабль на радаре. Кроме того, очень впечатляет вооружение эсминцев Люйху, зенитные ракеты Ху-9 и противокорабельные ракеты ИДЖ-62. Тип 052С представил как стационарный радар с активной фазированной антенной-решеткой EISA, так и вертикально запускаемые ракеты класса Земля-воздух на вооружение план, что сделало его первым китайским военным кораблем с возможностью ПВО. На 8-м месте эсминец класса Дерин тип 45. Эсминец тип 45, также известный как класс D или Дерин, представляет собой класс из 6 эсминцев с управляемыми ракетами, построенных для Королевского флота Великобритании в начале 21 века. Этот класс в первую очередь предназначен для противовоздушной и противоракетной защиты и построения на основе системы противовоздушной защиты ПАМС Sea-Viper с использованием активной антенной решетки с сканированием EISA, Сэмпсон и радаров дальнего действия С-1850М. Первые три эсминца были собраны компанией BAE Systems Surface Fleet Solutions из сборных блоков, смонтированных на разных верфях. Остальные три были созданы компанией BAE Systems Maritime Naval Ships. Первый корабль класса Дерин был спущен на воду 1 февраля 2006 года и сдан 23 июля 2009 года. По данным на 2021 год, в Королевском флоте несут службу 4 эсминца этого класса и 2 эсминца находятся на ремонте. На 7-м месте эсминец класса Конго. На судне установлены зенитные ракеты СМ-2МР, противокорабельные ракеты «Гарпун».
Класс эсминцев получил свое название в честь гор в Японии, и все 4 корабля этого класса также имеют свои имена с японскими военными кораблями времен Второй мировой войны. В целом, можно сказать, что этот класс кораблей во многом вдохновлен эсминцами класса Орлейк Бёрк ВМС США. В этом классе есть система вооружения Aegis, AWS, которую часто называют лучшей системой вооружения в мире. Кроме того, эсминец класса Конго может нести вертолет CH-60J-K. На эсминце Конго была установлена модернизация ПРА. На 6-м месте эсминец класса Айкизаки. Основная роль эсминцев класса Айкизаки в морских силах самообороны Японии заключается в сопровождении кораблей класса Этагоу, которые являются кораблями с системой Aegis. Эсминцы класса Айкизаки играют важную роль, обеспечивая отличный щит от воздушных, надводных и подводных угроз. Основными особенностями, которые делают этот класс эсминцев особенным, являются усовершенствованные С-4ИОР и возможности противовоздушной обороны АФ с усовершенствованной подсистемой боевого управления СИДИС ОИК-11 и подсистемой вооружения FC-3AAF. Этот эсминец – один из самых маленьких кораблей в нашем списке лучших эсминцев мира 2023 года. На 5-м месте эсминец класса Этагоу. Ракетный эсминец класса Этагоу является одним из самых больших и лучших эсминцев в мире. Он имеет вместимость экипажа 300 морских пехотинцев. Класс Этагоу представляет собой значительно улучшенную версию класса Конго. У него лучше радар, датчики и вооружение. Иск-фактором эсминца класса Этагоу является его способность использовать Aegis Weapon System. В настоящее время в морских силах самообороны Японии несут службу 2 корабля этого класса – Атага и Асигара. На 4-м месте эсминец класса Луян-3 тип 052D. Луян-3 – лучший эсминец надводных сил ВМС Народно-освободительной армии Китая. Оснащенный радаром с активной фазированной антенной-решеткой, АФАР и современным вооружением, этот тип может использоваться для решения любых задач. Вот почему многие обозреватели называют этот корабль первым специализированным многоцелевым эсминцем Китая. По данным китайских СМИ, эсминец Луян-3 является современником самых современных эсминцев ВМС США. Китайский флот использует этот эсминец в больших количествах. В настоящее время они имеют 13 эсминцев. Наличие такого количества эсминцев делает надводные силы ВМС Народно-освободительной армии Китая более защищенным флотом. На 3-м месте эсминец класса Калькутта. На судне установлены зенитные ракеты 32 ракеты Барак-8 и противокорабельные ракеты 16 ракет Брахмос. Некоторые могут поспорить о месте эсминца класса Калькутта в нашем списке 10 лучших эсминцев мира. Но дело в том, что у этого эсминца есть некий Х-фактор, делающий его особенным. Например, это может быть ракетный комплекс Брамос, который на данный момент является самой быстрой крылатой ракетой в мире. Брахмос можно использовать как для миссий Эндшип, так и для наземных атак с эсминца. Кроме того, корабль также оснащен ракетным комплексом Барак-8, который является одним из самых современных систем ПВО в мире. Это усовершенствованная версия предыдущих эсминцев класса Дели с более чем 2000 изменениями. Эсминец также может нести 2 вертолета Helltraff или Sea King. На 2-м месте эсминец класса Sejong the Great. Этот корабль назван в честь Sejong the Great, 4-го короля династии Чосон в Корее. Размер этого эсминца огромен,
и он может нести 2 вертолета Super Lynx. Этот эсминец несет на 32 ракеты больше, чем эсминцы класса Орлейк-Бёрк или эсминцы класса Этагоу. Эсминцы класса Сайонг The Great имеют вместимость 128 ракет, в отличие от 96 у эсминцев класса Орлейк-Бёрк и японских эсминцев класса Этагоу. Он предназначен для установки боевой системы Aegis Combat System. В настоящее время в составе ВМС Республики Корея находятся 3 эсминца этого класса. Эсминцы класса Сайонг The Great часто сравниваются с классами Орлейк-Бёрк и Этагоу, потому что они используют многофункциональный радар и имеют значительную двигательную установку и возможности. Таким образом, класс Сайонг The Great является наиболее тяжело вооруженным кораблем в одном мире. На первом месте эсминец класса Орли-Бёрк. Этот класс кораблей назван в честь адмирала Орли Берка, офицера американского эсминца во время Второй мировой войны. Эти многофункциональные эсминцы из Соединенных Штатов Америки возглавляют наш список лучших эсминцев мира. Причина этого в том, что эти эсминцы одинаково хороши в миссиях «Земля», «Воздух», «Земля-Земля». Бронированный ракетами Tomahawk корабль класса Орлейк-Бёрк используется ВМС США во многих миссиях. Кроме того, Соединенные Штаты постоянно улучшают эти эсминцы, добавляя еще более совершенные датчики, радары и ракеты, что делает их еще более усовершенствованы. 70 судов находятся в эксплуатации по состоянию на 2022 год. Еще 3 планируется ввести в состав флота в 2023 году. Самые мощные современные флоты используют эсминцы. Это самые тяжелые надводные боевые корабли, используемые сегодня. Эти корабли немногочисленны. Эти боевые корабли эксплуатируются только мощными военно-морскими силами по всему миру.